Как человек отличает себя от своей роли? Отличаете ли вы лично себя от своей роли? Вы не ваша работа, вы не ваш Инстаграм, вы не роль, которую вы играете каждый день, и не образ, к которому привыкли окружающие. И сегодня я это вам докажу с помощью одежды. Всем хай, с вами Лика Бай, и подпишитесь на мой канал, ведь я очень полезная. Очередное правильное платье, офисный наряд или же блузка на выход. Не думали ли вы, что эти вещи — это всего лишь маска, которая прячет вас? Сегодня для вас я приготовила психопрактику или же упражнение на маску, которое поможет вам открыть в себе нечто новое. А также вы поймете, как вы можете грамотно управлять инструментом под названием одежда. А теперь вспомните про свое любимое платье, либо же про какое-то свое любимое украшение, которое вы носите, да, постоянно. На работу, на учебу, куда-то в зал, да, лучше какое-нибудь украшение, к которому вы привыкли, вот вы понимаете, что вот вы без этой вещи вообще никуда. Запомнили, представили, пока что держите у себя в голове. Недавно я наткнулась на эксперимент Карла Юнга, где он раскрывает тему социальных ролей, и хочу вам зачитать, что он, собственно, говорит. Он говорит, что у нас у каждого есть персона, а точнее это и есть социальная роль, или простыми словами, это маска, которую человек надевает, чтобы соответствовать ожиданиям общества. Если человек сливается со своей персоной, он теряет контакт со своим настоящим я. Но сейчас мы не будем с вами в это погружаться. Давайте обсудим, как же это все может быть связано с одеждой. И если кто не знал, то да, одежда — это тоже часть персоны, и в основном в большинстве случаев носим мы ее для того, чтобы играть роль, чтобы выглядеть более успешной, более милой, более загадочной, более профессиональной. В общем, все зависит от ситуации. И вот то самое упражнение на маску. Давайте мы с вами вспомним вот те самые любимые постоянные ваши вещи, либо же какое-то ваше любимое украшение. Вспоминаем, я вас об этом просила. В чем заключается эксперимент? Эксперимент заключается в том, что вам нужно взять и отказаться от этой вещи на какое-то определенное время. Если вы хотите усилить данный эффект и, да, открыть себе нечто новое, лучше отдайте эту вещь кому-нибудь поносить. И начните вести дневник. Начните вести дневник и записывать туда то, какие ощущения это у вас вызывает, то, как вы себя внутри ощущаете, какие, возможно, переживания вы испытываете, или же как меняется ваше состояние. В общем, начните отслеживать вот это внутреннее изменение. Например, когда я без сумки, либо же без своих любимых колец, я, кстати, сейчас без них, поэтому оцените, я сейчас перед вами без маски. А я чувствую, что вот, ну, как-то немножко, да, не на месте у меня сердечко, немножко некомфортно я себя ощущаю, и однажды я провела эксперимент, рассказываю. Я приверженец серебряных украшений, не очень люблю золотые украшения, но вот я решила провести это упражнение на маску и заменила свои серебряные сережки на золотые со стразами. И сейчас все, кто знает Лику Бай, сейчас такие: стразы, боже мой, ты заболела, девочка? Да, это немножечко не мое, да, и в этот момент я решила посмотреть на себя со стороны, как я себя ощущаю, и что вы думаете. Во-первых, я ощущала себя максимально некомфортно, я была максимально закрытой, и со стороны я также выглядела ужасно зажатой. Поэтому, как бы вы ни хотели, но одежда влияет на наше состояние, поведение, походку и даже интонацию. Ладно, со мной это все понятно, да, Лика? Расскажи какие-нибудь еще истории, расскажи какие-нибудь примеры, которые нас вдохновят. Все как обычно, рассказываю замечательные истории на нашу тему, да. Первая история связанная с актером, честно, не буду врать, не знаю и не помню, как его там зовут, но у актеров, если вы, кстати, меня, может, кто-то смотрит, напишите плюсик в комментариях, если это реально так, но у актеров часто случается так, что их путают с их же персонажем, да, и очень многие люди удивляются. Допустим, в кино либо на сцене актер может быть вообще не похож на себя, таков, какой он есть в настоящей жизни, и что сделал тот самый актер для того, чтобы его не путали с его персонажем. Он взял перышко и положил его себе вот сюда за ушко, и появлялся с ним абсолютно везде. На работе, в метро, в гостях, дома. В общем, положил, забыл его. Так вот, он не снимал его очень долгое время и смотрел, как реагируют окружающие. Что он в этот момент делал? В этот момент он показывал, что вот посмотрите, пожалуйста, на меня, я сейчас перед вами без маски. Еще один замечательный пример, если где-то не права, поправьте меня в комментариях. В начале 90-х была премьера фильма «Презентация». В тот момент еще никто даже не представлял, что значит презентация. И как я помню, как-то по моей наслышке в то время в кино ходили в верхней одежде, то есть они не снимали верхнюю одежду. Но в тот прекрасный киновечер появился гардероб, женщины пришли в верхней одежде, но случилось так, что кто-то мог и не догадываться, что женщины приходят не только, да, с дома в кино, но могут прийти и после гаража, после домашних дел, могут прийти с завода после работы. Конечно же, это всех потрясло в шок, типа, что нам делать, блин. И понимаете, то, что в то время верхняя одежда, вся верхняя одежда, она всегда была шикарной, то есть если это шуба, это всегда натуральные меха, это красивые шапки, шарфы. Женщины приходили наряженными, но что оставалось под низом, никто не знал.
В тот момент те самые женщины, те самые смелые, самые отважные женщины совершили тот самый отважный поступок. Что же они сделали? Они взяли и сбросили свою верхнюю одежду, опять же показав всем окружающим, что вот они, мы здесь, стоящие перед вами без маски. Несмотря на то, что там их начальники, какие-то ректора, просто вот сделав этот смелый поступок, они показали, что им не стрёмно показать себя настоящим, будь я там после гаража обляпалась, или у меня рыгачки от дитя, да. Мама Гранжа Ликабай как-то сказала: у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Как вам такая фраза? Так какой вывод мы с вами можем сегодня сделать из этого видео? Скажу так, одежда — это мощный инструмент самопознания и трансформации, поэтому если вы умеете правильно и грамотно им пользоваться, то он 100% сработает в вашу пользу. И у меня есть огромное количество примеров, когда человек, просто поменяв свой стиль, первое, это поменялся внутренне, он стал более уверенным, более открытым, начал более самовыражаться, а второе, все остальные сферы в его жизни тоже каким-то образом чудесным начали подтягиваться. Меняя стиль и аксессуары, вы тем самым исследуете свою личность, пробуете новые роли, может, какие-то новые вкусы, возможно, у вас даже появятся, поэтому я всегда говорила и буду говорить: никогда не переставайте экспериментировать и пробовать что-то новое. Попробуйте на недельку выйти из зоны комфорта и наденьте то, что вы обычно не носите. Посмотрите, как меняетесь вы, посмотрите, как меняется все окружающее, и потом обязательно вернитесь ко мне в комментарии и напишите свой отклик. А если вы до сих пор не разобрались со своим стилем, то напишите мне в личку, и, возможно, мы с вами поболтаем часик-другой. Всем бай, с вами была Лика Бай.